Всем привет! Посмотрев немало видео о том, как решить проблему с отсутствием зарядки iPad Air, я не заметил ряда ключевых моментов, на которые следует обратить особое внимание. Поэтому давайте их рассмотрим, чтобы не совершить ошибки, которые сделал сам. В моем случае планшет не заряжается, но в выключенном состоянии зарядка немного идет, о чем свидетельствует небольшой потребляемый ток. В текущем случае проблема связана с разъемом питания. Для его замены прежде требуется снять сенсорный экран, который прогреваю обычным феном по периметру, где он приклеен. Затем устанавливаю в отклеившуюся часть пластиковый медиатор. Другим аккуратно прохожусь по краю, который был только что прогрет. Главное, не стоит отделять сенсор, где он был слабо нагрет или вообще не прогревался, иначе будет такой результат. Также следует учитывать, что сенсор на первом iPad Air нужно поднимать с левой стороны на правую, дабы не оторвать имеющиеся на нем шлейфы. Сняв дисплей, а затем сенсор, нужно быть предельно осторожным при соединении шины передней камеры, так как она приклеена к нижней. Для более легкого разделения шлейфов между ними можно пролить немного спирта. После рутинной разборки и извлечения материнской платы, чтобы отделить разъем питания, его следует прогреть феном паяльной станции и затем по краям шлейфа нанести спирт, так как вблизи контактов он приклеен. Так следует сделать несколько раз. В противном случае можно оторвать контакты как на разъеме, так и на мамке. Если посчастливится, оборванную линию можно будет нарастить и припаять. Не стоит забывать, что открытые токопроводящие части следует заизолировать. При сборке планшета может возникнуть небольшое неудобство в последовательности установки сначала сенсорного экрана, а затем дисплея. Также в размещении длинного шлейфа тачскрина, что может занять некоторое время. В остальном сложностей я не заметил. По завершении следует проверить не только то, что решилась ли основная проблема с зарядкой, но также не перестали ли работать все остальные функции. В таком случае перехожу в настройки и поочередно включаю имеющиеся беспроводные модули. В целом они исправно функционируют. Также проверяю камеры. Сначала запускаю заднюю, а теперь переднюю. К сожалению, фронтальная не показывает, и ее придется менять. Что касается оставшихся элементов, то они находятся в рабочем состоянии. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.